Всем привет! Это осенняя Кейт, для тех, кто не узнал. И это мой образ подводного существа. И не какого-нибудь, а инопланетного. Если вы хотите узнать, как я создавала этот образ, тогда это видео для вас. Заранее я подготавливала плавники. Сначала плавник я рисую на бумаге, потом обвожу его клеевым пистолетом и вырезаю. Прокрашиваю форму обычной черной гуашью. После того, как краска просохнет, покрываю крем-красками, а затем пигментами. Наносите толстым слоем, чтобы цвет выглядел насыщенно. Чтобы плавники выглядели как настоящие, морские, я использую перламутровые пигменты. Большой кисточкой для теней я втушевываю их прямо в кремовую текстуру. Когда плавник оформлен цветом, я украшаю его пластиковыми камушками и блестками. Таким же способом я оформляю и вторую пару плавников, а третья у меня идет с крупным глиттером. А теперь я создаю чешую. Внимание, она у меня из коврика для ванной. Из него я вырезаю силиконовые кружочки и приклеиваю в ряд, чтобы получилась трапециевидная форма. Конечно, подобное изделие можно было сделать с латекса или любого другого материала для грима, но мне хотелось экспериментов. Форму я тоже заполняю кремовыми тенями и прокрашиваю теми же пигментами. Мне важно, чтобы именно эта деталь была плотной, так как она у меня будет находиться на голове и как бы продолжать ее. А чтобы чешуя оказалась объемной, я ее обвожу темными тенями. Для этого я использую большую широкую кисть. Теперь самое ужасное. Мне нужно мои кудри упрятать в эту лысину. Это специальная шапочка для грима. Я закалываю волосы. Очень хорошо, что у меня много волос, потому что мне важно, чтобы у меня была такая космическая вытянутая голова. Я в этой шапочке такая секси прямо. Приступаю к рисунку. Океан и космос похожи, и мне так захотелось соединить эти два прекрасных явления. Я намечаю, где у меня будут глаза, где будут крепиться мои плавники. Обязательно перед гримом нужно нанести на кожу выравнивающую основу. Пальцами на латексе тушевать намного сложнее, чем на коже, поэтому используйте спонж или бьюти-блендер. В качестве основы для макияжа глаз я использую мягкий карандаш. Алло, подводное существо на связи. Когда форма макияжа готова, я начинаю заполнять цветом. Цвета у меня подводные, такие глубоководные. Любимые мои пигменты, я обожаю их. Они очень хорошо крепятся на любую подложку. Стрелка просто моментально увеличивает количество ресниц, делает взгляд выразительнее и увеличивает глаза. Искусственные глаза я срисовываю своих. На латексе работать карандашом сложно, поэтому я использую крем-краски, максимально их растушевываю и прикрепляю таким же пигментом. Какой бы макияж ни был, даже подводный, я всегда использую стрелку. Очень хорошо лайнером прорисовывать ресницы. Он настолько тоненький, он может нарисовать реснички абсолютно любой толщины. После того, как мои 5 глаз готовы, я уже приступаю к пластическому гриму. С помощью воска я создаю продолжение головы, чтобы она максимально удлинилась у меня, и украшаю ее камушками и перламутром. Сначала крепите камни, потом наносите перламутр. Если это сделать наоборот, камни могут не приклеиться. Чтобы поглощать как можно больше кислорода из воды, моему существу нужны большие жабры. Чтобы жабры получились симметричными, нужно сделать центральную ось и рисовать уже от нее. Сначала рисунок я прорисовываю белым карандашом, а потом как разукрашку просто все закрашиваю и между собой стушевываю. Закрашиваю шею, плечи, грудь. Работать важно синтетической кистью, так как черный цвет вымывается очень плохо с натуральной кистью. Обратите внимание, как только я добавила черный цвет, сразу же рисунок стал объемным. Смотрите, мои жабры ожили, они дышат. Теперь креплю свою заготовочку. Очень много клея нужно нанести, чтобы заготовка никуда не делась. Только после того, как клей немножечко подсохнет, я могу уже прикреплять мой накладной череп. Хочу добиться ненавязчивого блеска. Я использую черные пайетки и креплю их на клей для ресниц. Теперь нужно создать плавный переход от чешуи на зону вокруг глаз. Я приклеиваю кружочки из воска и плавно свожу на нет форму. Покрываю перламутром. Чтобы плавники хорошо держались, нужно использовать как можно больше воска.
Чтобы лицо было гармонично с головой, я добавляю воск и на скулы. Сразу говорю, запасайтесь пигментом, потому что воск настолько много впитывает в себя пигмента, просто каждый раз нужно кисточку макать и макать раз за разом, чтобы хорошо заполнить форму цветом. Камнями оформляю надбровные дуги. Не забудьте их протереть, потому что от пигмента они могут потерять свой блеск. Теперь рисуем губки. Форма губ может быть абсолютно любая, какая вам понравится. Свои я придумала на ходу. Мне хотелось, чтобы они максимально были другими, не такими, как у меня. Чтобы скулам придать рельефность, я делаю обратной стороной кисти вмятинки. И мне захотелось еще добавить подбородок, чтобы мало не показалось. Дальше его прокрашиваю перламутром, большой пушистой кистью, как обычно. После оформления подбородка я делаю космический скалптинг. Просто синими пигментами я заполняю подскуловую зону, зону вокруг подбородка и подкрашиваю носик. Кстати, с воском не так уж просто работать, он липнет на все, на руки, на кисти, на шпатель. Поэтому, чтобы классно было им работать, вымокайте кисточку в воду. Подбородок и виски я оформляю перламутровой чешуей. После того, как я прокрасила кожу, у меня губы немножко слились, поэтому и мне хочется выразительности им придать. Посмотрите на мое счастливое лицо. Если у вас такой сумасшедший грим, обязательно нужны линзы. Моя космическая рыбка быстро плавает, поэтому ей нужно много плавников. И все, мой образ готов. Я надеюсь, что вам очень понравилось, что вы поставите палец вверх, а также зададите мне свои вопросы в комментариях, если они у вас есть. Ну, а так, в принципе, космическая моя подводная девушка готова. Это видео. В 16:00 я начала снимать это видео. Сейчас у нас 1 ночи. Моя рыбка подводная желает вам всем спокойной ночи. Я уже вся отпадаю на кусочки. И сейчас мы приступим к сниманию моего макияжа. Эта штука вообще не хотела лепиться. Она просто вот так вот отпадала и падала. Классный веер. Короче. О май гаш. Уши оторвали. Ура! Что, может быть, и тоже такой арт. Я безумный художник. Так, ладно. Всем спасибо, всем пока.